Урок 1. Рекомендации по фруктам. Привет, Анна. Вы пробовали новые фрукты в последнее время? Привет, Джон. Да, я действительно нашла несколько вкусных блюд. Вам нужны рекомендации. Абсолютно. Я всегда хочу попробовать что-то новое. Какие фрукты вы рекомендуете? А вы пробовали драконьи фрукты? Это экзотика и очень освежает. Фрукт дракона. Нет, у меня нет. Каково оно на вкус? Он имеет мягкий сладкий вкус с оттенком хрустящей корочки. Текстура похожа на киви. Звучит интересно. Мне стоит это проверить. Какие еще фрукты вы предлагаете? Еще один отличный фрукт – манго. Оно сочное и имеет тропический вкус. А, я обожаю манго. Они такие вкусные. Какие-нибудь другие рекомендации? Да, вам стоит попробовать папайю. Она богата витаминами и обладает уникальным вкусом. Папайя. Да. Я никогда ее раньше не пробовал. Каково оно на вкус? Обладает сладким и мускусным вкусом. Некоторые говорят, что на вкус оно похоже на смесь дыни и персика. Это интригует. Я обязательно попробую. Еще какие-нибудь фрукты вы хотели бы порекомендовать? Еще один фрукт, который стоит попробовать – ананас. Он острый и обладает тропическим ароматом. Ананас звучит фантастически. Мне нравится его вкус в соках, но я никогда не ел их свежими. Спасибо за предложение. Урок 2. Глобальная поддержка. Привет, Анна. Вы слышали о кампании по мобилизации глобальной поддержки? Привет, Джон. Да, я внимательно слежу за этим. Невероятно, как это объединяет людей. Абсолютно. Важно заручиться поддержкой различных идей и инициатив по всему миру. Не могу не согласиться с этим. Объединившись, люди могут добиться замечательных результатов. Верно. Речь идет не только об индивидуальных усилиях, но и о коллективных действиях. Именно так. Когда мы работаем вместе, наше влияние усиливается и наши голоса слышны. Приятно видеть, как люди из разных стран объединяются для достижения общей цели. Это показывает силу единства и силу различных точек зрения. Удивительно, как технологии позволяют нам общаться с единомышленниками по всему миру. Технологии действительно сделали мир меньше и позволили нам легко сотрудничать. Невероятно, как простой клик или публикация могут способствовать глобальному движению. Платформы социальных сетей сыграли важную роль в распространении информации и мобилизации поддержки. Важно ответственно использовать эти платформы и способствовать позитивным изменениям. Абсолютно. Мы должны помнить о том, какое влияние наши слова и действия могут оказать на других. Вместе мы можем изменить мир к лучшему и создать лучшее будущее для всех. У нас есть возможность построить более инклюзивный, сострадательный и устойчивый мир.
Давайте продолжим поддерживать и вдохновлять друг друга как на местном, так и на глобальном уровне. Определенно. Наши коллективные усилия могут оказать долгосрочное влияние на отдельных людей и сообщества во всем мире. Я благодарна за то, что принадлежу к поколению, которое ценит сотрудничество и глобальное гражданство. Это захватывающее время — жить и наблюдать за позитивными переменами, которых мы можем добиться вместе. Действительно, так оно и есть. Давайте продолжим мобилизовывать и вдохновлять других присоединиться к нам в этом путешествии. Урок 3. Планирование поездки. Привет, Анна. Я тут подумала, давайте спланируем поездку и назначим дату посещения этого магазина в ближайшее время. Привет, Джон, звучит как отличная идея. Я тоже хотела туда поехать. Потрясающе! Мы можем превратить это приключение в увлекательное приключение и вместе исследовать магазин. Я в восторге. Как вы думаете, когда было бы лучше поехать? Как насчет следующих выходных? Таким образом, у нас будет достаточно времени на подготовку. Следующий уикенд мне подходит. Во сколько нам встретиться? Давайте встретимся в 10 утра. Это даст нам достаточно времени для прогулок по окрестностям. Звучит неплохо. Должны ли мы составить список вещей, которые мы хотим увидеть или купить? Определенно. Было бы полезно составить план, чтобы ничего не пропустить. Я составлю список интересующих меня предметов. А как же ты? Я сделаю то же самое. Это сделает наше путешествие более организованным и эффективным. Кроме того, мы можем сравнить наши списки и вместе открывать для себя что-то новое. Абсолютно. Будет интересно поделиться рекомендациями и изучить предложения магазина. Не могу дождаться, что у них есть. Всегда интересно открывать для себя уникальные предметы. Конечно, так оно и есть. И давайте не забудем взять с собой наши камеры, чтобы запечатлеть этот опыт. Отличная идея. Мы можем задокументировать нашу поездку и поделиться ею с друзьями. Таким образом, даже если они не смогут пойти с нами, они все равно смогут насладиться нашими фотографиями. Именно так. Это все равно, что взять их с собой в наше приключение. Я с нетерпением жду этой поездки. Это будет незабываемое путешествие. Я тоже. Всегда приятнее исследовать новые места с другом. Согласовано. Я рада, что мы планируем это вместе. Это будет отличный опыт. Абсолютно. Давайте все подготовим и осуществим эту поездку. Я в восторге. Увидимся в следующие выходные. Давайте сделаем этот день незабываемым. Урок 4. Преодоление страха. Привет, Анна. Я думала о нашем предстоящем походе и хотела кое-чем поделиться с тобой. Привет, Джон. О чем ты думаешь? Тебя что-то беспокоит? Да, я боюсь высоты и боюсь, что это может повлиять на наши впечатления от походов. Я понимаю. Страхи — обычное дело, но вместе мы можем справиться с ними. Это обнадеживает слышать. Есть ли у вас какие-либо предложения о том, как преодолеть этот страх?
Один из подходов заключается в том, чтобы постепенно подниматься на высоту в контролируемой среде. В этом есть смысл. Речь идет о том, чтобы преодолевать страх шаг за шагом, а не полностью его избегать. Именно так. Начните с небольших задач, таких как подъем по лестнице или прогулка по высокому мосту. Я могу это попробовать. Возможно, постепенно увеличивая рост, я смогу обрести уверенность в себе. Это отличная стратегия. Помните, что вы можете заниматься этим в своем собственном темпе. Спасибо за понимание. Ваша поддержка очень важна. Конечно. Мы команда, и я буду рядом, чтобы поддержать вас на каждом шагу. Для меня это очень много значит. Я не хочу, чтобы страх мешал нам насладиться походом. При необходимости мы найдем альтернативные пути или сделаем перерывы. Обещаю, у нас все получится. Я ценю вашу гибкость и готовность смириться с моим страхом. В нашем походном путешествии важно уделять приоритетное внимание комфорту и безопасности каждого. Абсолютно. Речь идет о создании среды, в которой мы все сможем получить незабываемые впечатления. И помните, что преодоление наших страхов может привести к личностному росту и новым возможностям. Вы правы. Бросив себе вызов, я, возможно, пойму, что способна на большее, чем думала. Именно так. Я верю в тебя. Вместе мы победим этот страх. Спасибо. Теперь, когда мы это обсудили, я чувствую себя увереннее. Для этого и нужны друзья. Мы поддерживаем и помогаем друг другу преодолевать трудности. Я благодарна за то, что ты мой напарник и друг по походам. Давайте сделаем это путешествие незабываемым. Урок 5. Модернизация домашнего офиса. Привет, Анна. Вы думали об обновлении своего домашнего офиса? Привет, Джон. На самом деле, я уже подумывал об этом. Мне кажется, на это нужно взглянуть по-новому. Отличная идея. Хорошо спроектированное рабочее пространство может повысить производительность и вдохновение. Именно так. Я хочу создать пространство, которое мотивирует меня работать эффективно. Задумывались ли вы о том, какую мебель вы хотите использовать? Да, я ищу новую мебель, которая одновременно функциональна и эстетична. Задумывались ли вы о приобретении удобного и эргономичного кресла? Да, хорошее кресло необходимо для долгого сидения. Оно должно поддерживать мою осанку. Абсолютно. Правильное кресло может предотвратить боль в спине и повысить общий комфорт. Я также подумываю добавить просторный стол с достаточным количеством места для хранения моих принадлежностей. Это разумный выбор. Рабочее пространство, свободное от беспорядка, помогает сосредоточиться и сохранять организованность. Я согласен. Важно, чтобы для всего было отведено место. Как насчет освещения? Рассматривали ли вы возможность покупки хорошей настольной лампы? Да, правильное освещение очень важно. Я хочу, чтобы пространство было хорошо освещено и было комфортно для моих глаз. Это разумно.
Достаточное освещение снижает нагрузку на глаза и делает окружающую среду более приятной. Я также подумываю добавить декоративные элементы, чтобы персонализировать пространство. Отличная идея. Добавление растений или произведений искусства может создать позитивную и вдохновляющую атмосферу. Я рада, что вы упомянули растения. Они не только добавляют красоты, но и очищают воздух. Абсолютно. Комнатные растения могут улучшить качество воздуха и создать успокаивающую среду. Я в восторге от этого проекта. Это значительно повысит мою производительность. Безусловно, так и будет. Хорошо спроектированное и организованное рабочее пространство задает правильный тон работе. Я также с нетерпением жду покупки новой мебели. Открывать для себя новые стили всегда интересно. Конечно, так оно и есть. Изучение различных вариантов позволит вам найти изделия, которые соответствуют вашему вкусу. Я обязательно сделаю замеры, чтобы мебель идеально вписалась в пространство. Это разумный шаг. Важно учитывать размеры и планировку комнаты. Я благодарна за ваш вклад. Полезно обсуждать идеи и оценивать разные точки зрения. Я всегда здесь, чтобы поддержать тебя. Давайте сделаем ваш домашний офис местом, в котором вы любите работать. Спасибо. Я ценю вашу помощь и энтузиазм. Для меня это очень много значит. Добро пожаловать! Мне не терпится увидеть эту трансформацию. Это будет потрясающе. Урок 6. Приготовление на гриле и летние ароматы. Привет, Анна. Ты когда-нибудь пробовала готовить на гриле? Мне это очень нравится, особенно летом. Привет, Джон. Да, мне тоже нравится готовить на гриле. Это отличный способ насладиться сезонными ароматами. Это правда. Приготовление на гриле придает уникальный вкус дыма, который усиливает естественный вкус пищи. Я согласен. Это также интересный способ собраться с друзьями и семьей на свежем воздухе. Абсолютно. Приготовление на гриле создает непринужденную и приятную атмосферу для общения. Какие твои любимые блюда на гриле? Обожаю жарить гамбургеры и хот-доги на гриле. Это классический вариант барбекю на заднем дворе. Это очень вкусные варианты. Я также фанат овощей на гриле, таких как кукуруза и цукини. Овощи на гриле просто фантастические. Обугленные края придают им прекрасный вкус. Я также пробовал жарить фрукты на гриле, такие как ананас и персики. Это добавляет восхитительную сладость. Фрукты на гриле – отличная идея. Тепло карамелизует сахар и усиливает вкус. Это также полезный и освежающий десерт. Идеально подходит для теплых летних вечеров. Абсолютно. Фрукты на гриле можно подавать как есть или в сочетании с шариком мороженого. Звучит заманчиво. На следующем собрании мне придется попробовать приготовить фрукты на гриле. Вы не будете разочарованы. Это простое, но впечатляющее дополнение к любому меню. Кстати, о приготовлении на гриле, есть ли у вас рекомендации по маринаду или приправам?
Для приготовления мяса я часто использую сочетание чеснока, трав и небольшого количества цитрусового сока. Звучит очень вкусно. Я попробую. Какие-нибудь советы по достижению идеальных результатов на гриле? Чтобы получить заветные следы гриля, убедитесь, что гриль предварительно нагрет, а решетки чистые. Я учту это. Презентация также важна, как и вкус. В самом деле, блюдо, приготовленное на гриле, приятно порадует не только вкус, но и глаза. Теперь я в восторге от приготовления на гриле. Это прекрасный способ отпраздновать лето. Безусловно, так оно и есть. Аромат горячего блюда и звук смеха создают незабываемые моменты. Не могу не согласиться с этим. Речь идет о том, чтобы создавать воспоминания, наслаждаясь вкусной едой. В этом суть приготовления на гриле. Оно объединяет людей и приносит радость. Урок 7. Поддержка продаж. Привет, Анна. Я слышала, тебе нужна помощь. Я занимаюсь продажами. Если вам понадобится помощь, дайте мне знать. Привет, Джон. Приятно это знать. На самом деле я изучаю несколько вариантов нового проекта. Это просто фантастика. Я буду рад помочь вам найти правильные решения для вашего проекта. Спасибо. Меня особенно интересует поиск экономичного, но надежного оборудования. Понимаю. Очень важно найти баланс между качеством и бюджетом. Именно так. Я хочу убедиться, что оборудование соответствует нашим требованиям, не превышая наш бюджет. Я определенно могу помочь вам в этом. Не могли бы вы предоставить мне более подробную информацию о вашем проекте? Конечно. Мы создаем новое офисное помещение и нуждаемся в компьютерах, принтерах и сетевом оборудовании. Звучит как захватывающий проект. Сколько компьютеров и принтеров вам понадобится? Для начала нам понадобится около 10 компьютеров и пара принтеров. Отмечено. Я рассмотрю варианты, обеспечивающие хорошую производительность и соотношение цены и качества. Это было бы замечательно. Нам также необходимо надежное сетевое оборудование для бесперебойной связи. Я обязательно рассмотрю сетевые решения, обеспечивающие стабильное и безопасное соединение. Спасибо за помощь. Я ценю ваш опыт в поиске подходящего оборудования. Мне очень приятно. Удовлетворение потребностей клиентов всегда является моим главным приоритетом. Я рада это слышать. Не могли бы вы также помочь с рекомендациями по программному обеспечению для нужд нашего офиса? Абсолютно. Я могу предложить вам программное обеспечение для повышения производительности, антивирусные программы и многое другое. Это было бы очень полезно. Мы хотим обеспечить эффективность и безопасность данных. Я прекрасно понимаю. Я соберу информацию и предложу вам подходящие варианты программного обеспечения. Я ценю твою скрупулезность. Ваша поддержка упрощает процесс принятия решений. Я здесь, чтобы облегчить вам работу. Не стесняйтесь задавать любые вопросы или выражать беспокойство. Это обнадеживает слышать.
Я благодарен вам за помощь и рекомендации. Мне очень приятно. Больше всего мне нравится помогать клиентам в поиске лучших решений. Я рада, что мы подключились. Ваш опыт, несомненно, пойдет на пользу нашему проекту. Уверен, что мы найдем идеальное оборудование и программное обеспечение для вашего нового офиса. Урок 8. Платежная и личная информация. Привет, Анна. Я готова сделать покупку. Меня зовут Джон Дэвис, и я буду платить кредитной картой. Привет, Дэвис. Спасибо, что выбрали наш магазин. Мы принимаем различные формы оплаты, включая кредитные карты. Это удобно. Я считаю, что кредитные карты – это безопасный и простой способ оплаты. Абсолютно. Кредитные карты обеспечивают защиту от мошенничества и удобное ведение документации. Вот почему я предпочитаю их использовать. Не могли бы вы сообщить мне общую сумму моей покупки? Конечно. Ваша общая сумма за выбранные вами товары составляет $75. Отлично. Я предоставлю вам данные своей кредитной карты для оплаты. Спасибо. Пожалуйста, укажите номер карты, срок действия и код CVV. Конечно, номер карты 1234 5678 9012 3456, срок действия 26 сентября, а код CVV 123. Спасибо. Я обработаю ваш платеж и обеспечу безопасность вашей информации. Я благодарна за это. Когда речь идет об обмене личными данными, безопасность является главным приоритетом. Абсолютно. Мы принимаем строгие меры для защиты информации о клиентах. Это обнадеживает слышать. Я уверен, что предоставлю свои данные для этой транзакции. Я рада это слышать. Ваш платеж успешно обработан. Могу ли я вам чем-нибудь еще помочь? На данный момент нет. Спасибо за отличный сервис и внимание к деталям. Урок 9. Мода и шопинг. Привет, Анна. Ты недавно ходил по магазинам одежды. Привет, Джон. Да, на прошлой неделе я действительно ходил по магазинам. Обновлять свой гардероб всегда интересно. Отлично. Вы нашли что-нибудь модное, что привлекло ваше внимание. Абсолютно. Я нашла потрясающее платье, перед которым не смогла устоять. Цвет и дизайн были настолько уникальны. Звучит как отличная находка. Куда вы ходили за покупками? Я посетил модный бутик в центре города. В них всегда самые последние модные тенденции. Мне нужно будет это проверить. Я хочу добавить несколько стильных вещей в свой гардероб. Тебе обязательно стоит пойти. У них широкий выбор как для мужчин, так и для женщин. Это прекрасно. Я всегда ищу магазины, предлагающие модные варианты для мужчин. Уверена, вы найдете то, что соответствует вашему стилю. Какая одежда вас интересует? Мне особенно интересно найти новую пару джинсов и повседневных рубашек. Джинсы,
неотъемлемая часть гардероба. Вы можете легко одевать их вверх или вниз в зависимости от случая. Это правда. Я считаю их универсальными и удобными. Какие-нибудь конкретные рекомендации? Недавно я открыла для себя бренд, который производит высококачественные джинсы с отличной посадкой. Тебе нравится это название? Абсолютно. Я ценю любые рекомендации, которые помогут мне найти идеальную пару. Бренд называется Denim Dreams. У них есть разные стили и размеры на выбор. Спасибо. Я обязательно их проверю. Вы нашли какие-нибудь выгодные предложения во время похода по магазинам? Распродажи– это всегда отличная возможность сэкономить при обновлении гардероба. Определенно. От этой ситуации выигрывают все. Вы приобретаете стильную одежду и при этом экономите деньги. Не могу не согласиться с этим. Я буду следить за предстоящими распродажами или скидками. Это умная идея. Всегда приятно воспользоваться акциями и специальными предложениями. Спасибо за советы по покупкам. Я с нетерпением жду новых вариантов моды. Урок 10. Выбор завтрака. Привет, Анна. Вы попробовали варианты завтрака в этом новом кафе в центре города? Привет, Джон. Да, я был там пару раз. У них есть множество вариантов завтрака, как вегетарианского, так и веганского. Это просто фантастика. Я всегда ищу место, где можно отведать разные диетические предпочтения. Абсолютно. Приятно иметь варианты, подходящие для разных стилей жизни и выбора блюд. Какие вегетарианские варианты завтрака они предлагают? Здесь есть вкусные овощные омлеты, тосты с авокадо и разнообразные тарелки со свежими фруктами. Все это звучит аппетитно. Я стараюсь включить в свой рацион больше растительных блюд. Это отличная цель. Завтрак – прекрасная возможность начать день с питательных блюд на растительной основе. Определенно. Есть ли в их меню также веганские блюда? Да, они верят. Они предлагают веганские блины, приготовленные на миндальном молоке со свежими ягодами. Веганские блины звучат восхитительно. Приятно знать, что есть вкусные варианты на любой вкус. Абсолютно. Когда речь идет о выборе продуктов питания, важно учитывать инклюзивность. Не могу не согласиться с этим. Приятно видеть, что все больше ресторанов предлагают разнообразное меню. Безусловно, так оно и есть. Это говорит о том, что они ценят предпочтения и диетические потребности своих клиентов. Есть ли что-то еще в их меню завтрака, что привлекло ваше внимание? У них также есть множество чаш для смузи, приготовленных из растительного белка с гранолой и орехами. Похоже, это питательный и сытный вариант. Придется попробовать. Уверена, вам понравится. Это освежающее и наполненное энергией начало дня. Спасибо за рекомендацию.
Мне не терпится ознакомиться с их меню завтрака. Урок 11. Помощь в покупке продуктов. Привет, Анна. Мне нужна помощь в покупке продуктов. Не могли бы вы мне помочь? Привет, Джон. Конечно, я буду рад помочь. Что тебе нужно купить? Мне нужно купить некоторые предметы первой необходимости, такие как молоко, яйца, хлеб и свежие овощи. Звучит довольно просто. Есть ли что-то конкретное, например, бренд или тип? В качестве молока я обычно выбираю обезжиренное молоко. Что касается хлеба, я предпочитаю цельную пшеницу. Отмечено. У вас есть особые овощные предпочтения или мне следует просто попробовать свежие продукты? Было бы здорово микс. Мне нравится есть варианты салатов и готовить разные блюда. Разнообразие – это всегда хорошая идея. Я обязательно выберу сочетание ярких и питательных овощей. Спасибо. Я ценю вашу помощь. Тебе что-то нужно в продуктовом магазине. Нет проблем. На самом деле мне нужны паста, консервированные помидоры и оливковое масло для рецепта, который я планирую приготовить. Я добавлю эти предметы в свой список. Какую пасту или марку консервированных помидоров вы предпочитаете? Подойдет любая паста, а для консервированных помидоров я обычно выбираю те, которые не содержат соли. Отмечено. Я обязательно выберу бренд, соответствующий этим критериям. Что-нибудь еще есть в вашем списке покупок? Да, для завершения рецепта мне также нужны свежий базилик и сыр пармезан. Свежий базилик и сыр пармезан. Понял. Я обязательно подберу для вас высококачественные ингредиенты. Спасибо вам большое. Я также ценю вашу помощь в покупках. Мне очень приятно. Мы можем сделать нашу поездку за покупками более эффективной, помогая друг другу. Абсолютно. Когда дело доходит до покупки продуктов, всегда приятно иметь руку помощи. Определенно. Мы можем сэкономить время и убедиться, что мы оба получим именно то, что нам нужно. В этом и заключается идея. Вместе мы сможем сделать покупки более приятными и продуктивными. Еще раз спасибо. Я рада, что мы можем поддержать друг друга в наших начинаниях по покупке продуктов. Урок 12. Новые обязанности. Привет, Анна. Я хотела поговорить с тобой о новых обязанностях, которые я недавно взяла на себя. Привет, Джон. Звучит интересно. О каких обязанностях идет речь? Что ж, мне дали возможность руководить проектом на работе, который включает в себя управление командой. Это важный шаг вперед. Занятие руководящей роли свидетельствует о вашем росте и потенциале. Спасибо. Я и взволнован, и немного нервничаю из-за дополнительных обязанностей. Такое чувство совершенно естественно. Решение новых задач – признак личностного и профессионального роста. Вы правы. Выход из зоны комфорта очень важен для моего развития. Абсолютно.
Именно благодаря этому опыту мы учимся и демонстрируем свои возможности. Я хочу убедиться, что я хорошо справляюсь с этой новой ролью. Какие-нибудь советы по эффективному лидерству? Одним из важных аспектов является четкая коммуникация. Убедитесь, что ваша команда понимает ожидания и цели. Общение, действительно, играет ключевую роль. Я постараюсь дать четкие рекомендации и способствовать открытому диалогу. Еще одно важное качество – доступность. Поощряйте членов вашей команды делиться своими идеями и проблемами. Это хорошие замечания. Я хочу создать среду, в которой каждый будет чувствовать себя комфортно, внося свой вклад. Создание позитивной и инклюзивной рабочей среды будет способствовать сотрудничеству и производительности. Мне также необходимо развить свои навыки решения проблем, чтобы справиться с любыми возникающими проблемами. Решение проблем – важнейший навык лидера. Анализируйте ситуации, находите решения и вовлекайте свою команду в процесс. Вовлечение моей команды в решение проблем не только приведет к лучшим результатам, но и расширит их возможности. Именно так. Привлекая других, вы демонстрируете доверие и развиваете чувство командной работы. Я ценю ваши идеи. Я чувствую себя увереннее, зная, что у меня есть ваша поддержка и совет. Добро пожаловать! Я верю в ваши способности и готов поддержать вас на каждом шагу. Спасибо. Для меня это очень много значит. Мне не терпится взять на себя эти новые обязанности и расти. Не сомневаюсь, что вы преуспеете. Примите вызовы и продолжайте демонстрировать свой рост. Я так и сделаю. Спасибо за поддержку и веру в меня. Вперед к новым начинаниям. Урок 13. Наборы для шитья для гостей. Привет, Анна. Вы когда-нибудь останавливались в отеле, где гостям предоставляют наборы для шитья? Привет, Джон. Да, многие отели предлагают гостям наборы для шитья в качестве части удобств. Это интересно. Мне всегда было интересно, действительно ли люди используют эти наборы во время пребывания. Некоторые люди находят их полезными, особенно если им нужно сделать небольшой ремонт или поправить одежду. Я вижу, как в таких ситуациях удобно иметь в наличии набор для шитья. Абсолютно. Отели стараются обеспечить такие удобства для комфорта своих гостей. Они обычно включают в эти наборы только основные швейные принадлежности, такие как иглы и нитки. Да, обычно набор для шитья включает в себя такие предметы первой необходимости, как иглы, нитки, пуговицы, а иногда и небольшие ножницы. Звучит практично. Приятно иметь эти предметы под рукой, когда они вам нужны. Определенно. Это избавляет гостей от необходимости искать или покупать швейные принадлежности в экстренных случаях. Думаю, это также дает уверенность в том, что отель готов к таким ситуациям. Именно так. Все дело в том, чтобы обеспечить гостям приятные и беззаботные впечатления. Я никогда особо не задумывалась об этих мелких деталях, о которых отели заботятся,
чтобы сделать пребывание своих гостей максимально комфортным. Это мелочи, которые меняют мир к лучшему и оставляют неизгладимое впечатление на гостей. Я согласен. Это свидетельствует о внимании отеля к деталям и стремлении удовлетворить потребности клиентов. Абсолютно. Если вы приложите все усилия, предусмотрев продуманные удобства, отель сможет выделиться на фоне конкурентов. Это заставляет меня ценить усилия, прилагаемые для обеспечения комфортного и приятного отдыха. Всегда приятно чувствовать, что о вас хорошо заботятся, когда вы находитесь вдали от дома. Определенно. Теперь я буду уделять больше внимания этим мелочам, когда буду останавливаться в отелях в будущем. Здорово, что наша беседа привлекла внимание к этим деталям. Наслаждайтесь будущим пребыванием в отеле. Спасибо. Я так и сделаю. И спасибо, что поделились своим мнением по этой теме. Это было поучительно. Урок 14. Частота бега и занятий в тренажерном зале. Привет, Анна. Тебе нравится бегать трусцой? Как часто ты ходишь в спортзал? Привет, Джон. Да, я люблю бегать трусцой. Это отличный способ вести активный образ жизни и наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Я стараюсь ходить в тренажерный зал 3 Похоже, раза в неделю. это хорошая рутина. Я подумываю включить бег трусцой в свой фитнес-режим. Бег трусцой – фантастическое упражнение для сердечно-сосудистой системы. Это помогает повысить выносливость и сжечь калории. Это именно то, что я ищу. Как часто ты ходишь на пробежку? Обычно я хожу на пробежку 3-4 раза в неделю, в зависимости от графика и погоды. Звучит управляемо. Я начну с аналогичной частоты и посмотрю, что из этого получится. Это хороший подход. Не забывайте начинать с удобного темпа и постепенно увеличивать интенсивность и дистанцию. Я учту это. Есть ли у вас какие-либо советы новичкам, которые хотят начать бегать трусцой? Конечно. Начните с разминки, чтобы подготовить мышцы, надевайте подходящие кроссовки и прислушивайтесь к своему телу, чтобы избежать перенапряжения. Спасибо за совет. Я обязательно размясь и куплю себе хорошую пару кроссовок. Добро пожаловать! Забота о ногах необходима для комфортного бега без травм. Я согласен. Помимо бега трусцой, вы упомянули посещение тренажерного зала. Какие упражнения вы там обычно делаете? В тренажерном зале я сосредотачиваюсь на сочетании кардиотренировок, таких как беговая дорожка или эллиптический тренажер, и силовые тренировки с отягощениями. Похоже, это полноценная тренировка. Сколько времени вы обычно проводите в тренажерном зале? Мои занятия в тренажерном зале обычно длятся около часа. Это дает мне достаточно времени, чтобы выполнить упражнения и как следует остыть. Это разумный срок. Я тоже постараюсь провести час, когда начну ходить в спортзал. Это хорошая цель, к которой стоит стремиться. Не забывайте прислушиваться к своему телу и регулировать интенсивность и продолжительность в зависимости от уровня физической подготовки. Абсолютно. Я буду делать это шаг за шагом и постепенно увеличивать время и интенсивность занятий в тренажерном зале. Это правильный подход.
Стабильность и постепенный прогресс являются ключом к достижению целей в области фитнеса. Я ценю ваше руководство и поддержку, мотивирующие иметь кого-то, с кем можно поделиться опытом занятий фитнесом. Добро пожаловать! Всегда приятно иметь напарника по тренировкам или кого-то, кто обменивается советами и поддерживает друг друга. Определенно. Я рад включить бег трусцой и тренировки в тренажерном зале в свой распорядок дня. За более здоровый образ жизни. Урок 15. Удобство в отеле и бронирование. Привет, Анна. Когда мы бронировали наш отель, вы проверили предлагаемые в нем удобства. Привет, Джон. Да, я так и сделал. На сайте отеля перечислены различные удобства, такие как бассейн, фитнес-центр и бесплатный завтрак. Звучит великолепно. Я с нетерпением жду возможности воспользоваться этими удобствами во время нашего пребывания. Я тоже. Всегда приятно иметь возможность расслабиться и начать день с хорошего завтрака. Абсолютно. Мне удобно, когда отели предоставляют бесплатный завтрак, так как это экономит время и деньги. Я согласен. Включить завтрак в стоимость – это бонус, особенно когда мы путешествуем и открываем новые места. Вы случайно узнали, есть ли в отеле ресторан или доставка еды и напитков в номер? Да, в отеле есть ресторан, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер для гостей, предпочитающих ужинать в своих номерах. Это удобно. Приятно знать, что у нас есть рестораны прямо в отеле. Определенно. Это дает нам гибкость, особенно в те дни, когда мы не хотим выходить на улицу за едой. Я также заметил, что в отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi. Это важно для того, чтобы оставаться на связи, пока мы там находимся. Абсолютно. Бесплатный Wi-Fi позволяет нам легко получать доступ к информации, оставаться на связи с близкими и планировать повседневные дела. Вы случайно видели, предлагают ли они какие-либо дополнительные услуги, такие как прачечная или трансфер от слэш до аэропорта? Да, отель предлагает гостям услуги прачечной, а по запросу они также могут организовать трансфер от слэш до аэропорта. Это удобно, особенно если нам нужно освежить одежду во время пребывания или по прибытии в аэропорт. Именно так. Приятно, что эти услуги доступны в случае необходимости, чтобы сделать наше пребывание более комфортным и беспроблемным. Я рад, что вы нашли время проверить все эти детали перед бронированием. Мне всегда нравится, чтобы наше жилье соответствовало нашим потребностям и предпочтениям. Приятно иметь такого организованного человека, как вы, когда дело доходит до планирования путешествий. Я благодарна за это. Спасибо. Мне нравится следить за тем, чтобы во время наших поездок все было хорошо. Это дополняет общее впечатление. Что ж, вы отлично справляетесь с этим. Уверен, что наше предстоящее пребывание в отеле будет приятным благодаря вашим усилиям. Спасибо за добрые слова. Я очень рад нашей поездке и комфортному пребыванию в отеле. Я тоже. Это будет фантастический опыт. Давайте воспользуемся этим по максимуму. Урок 16. Место для пеших прогулок.
Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы заняться спортом на свежем воздухе. Звучит неплохо, верно? Привет, Джон. Безусловно, я люблю проводить время на природе. Вы упомянули походы, и я полностью за это. Приятно это слышать. Есть ли у вас какие-либо рекомендации по пешеходным тропам или местам? Ну, это зависит от уровня сложности, который вы ищете. Вы новичок или опытный путешественник? Я считаю себя новичком. Раньше я не часто ходил в походы, но мне не терпится попробовать. Это просто фантастика. Новичкам я бы посоветовал начать с местных троп или близлежащих природных заповедников. Обычно здесь есть хорошо обозначенные дорожки, и они подходят для новичков. Похоже, это хорошая отправная. Есть ли конкретные места, которые вы бы порекомендовали? Если вы хотите отправиться в живописный поход, есть красивая тропа под названием Blue Mountain Trail. С нее открывается захватывающий вид на окружающую сельскую Ух местность. ты, звучит потрясающе. Мне нравится идея наслаждаться природой, одновременно занимаясь спортом. Абсолютно. Пеший туризм позволяет вам отключиться от шума и суеты повседневной жизни и оценить красоту природы. Нужно ли мне специальное снаряжение или снаряжение для походов? Я хочу убедиться, что я готова. Для начинающих походов подойдет удобная обувь для ходьбы или походные ботинки. Также рекомендуется взять с собой рюкзак с предметами первой необходимости, такими как вода, закуски и аптечка первой помощи. В этом есть смысл. Я обязательно упакую эти вещи. Сколько времени займет прохождение тропы «Голубая гора»? Прогулка по Голубой горе – это умеренная пешеходная тропа, которая занимает от 2 до 3 часов в зависимости от темпа и перерывов. Звучит управляемо. Я планирую поездку на полдня, чтобы в полной мере насладиться впечатлениями. Это хороший план. И не забудьте взять с собой фотоаппарат. По пути вам захочется запечатлеть потрясающие виды. Конечно, я обязательно возьму с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть это путешествие. Есть ли другие места для пеших прогулок, которые вы рекомендуете? Если вы хотите отправиться в более сложный поход, есть тропа под названием Eagle Peak. Она известна своими крутыми склонами и потрясающими панорамными видами, открывающимися с Игру вершины. Пик звучит полно приключений. Возможно, я доберусь до этого, как только получу больше опыта в пеших походах. Это мудрый подход. Важно постепенно повышать уровень сложности, чтобы обеспечить безопасный и приятный поход. Я ценю ваше руководство. Мне все больше нравится ходить в походы и исследовать эти прекрасные тропы. Урок 17. Основы пеших прогулок. Привет, Анна. Я в восторге от нашего предстоящего похода. Я слышала, что нам также следует взять с собой походное снаряжение и удобную обувь. Безусловно, привет, Джон. Важно хорошо подготовиться. Обязательно возьмите с собой несколько предметов первой необходимости. В этом есть смысл. Я не хочу забывать ничего важного. Я составлю контрольный список, чтобы упаковать все, что мне нужно. Отличная идея. Контрольный список поможет вам оставаться в порядке и не пропустить ни одного важного.
Какие вещи необходимо иметь для пешего похода? Я хочу убедиться, что у меня есть все необходимые. Во-первых, очень важна удобная и прочная походная обувь. Они обеспечивают поддержку и сцепление на неровной местности. Я обязательно куплю хорошую пару походной обуви. Я хочу, чтобы мои ноги чувствовали себя комфортно во время похода. Это мудрое решение. Ваши ноги скажут вам спасибо, особенно во время длительных походов по разным рельефам. А как же одежда? Есть ли какие-либо особые требования к одежде для походов? Выбирайте влагоотводящую и дышащую одежду, позволяющую легко двигаться. Многослойность также важна для регулирования температуры. Поэтому мне следует носить легкие и дышащие ткани, которые сохранят прохладу и сухость во время похода. Именно так. Во время похода важно чувствовать себя комфортно и защищать себя от непогоды. Есть ли аксессуары или снаряжение, которые мы должны взять с собой? Рюкзак необходим для перевозки воды, закусок, карты, компаса и аптечки первой помощи. Не забудьте также солнцезащитный крем и средства от насекомых. Я обязательно возьму с собой рюкзак со всеми этими вещами. Безопасность важна, и аптечка первой помощи обязательно пригодится. Абсолютно. Всегда лучше быть готовым к непредвиденным ситуациям. Кроме того, не забудьте взять с собой головной убор, солнцезащитные очки и дождевик на случай изменения погодных условий. Хорошие замечания. Я также добавлю эти предметы в свой контрольный список. Лучше быть готовым к любым погодным условиям. Определенно. Погода может быть непредсказуемой, особенно на открытом воздухе. Важно оставаться в безопасности и чувствовать себя комфортно. Есть ли что-то еще, что мне следует рассмотреть для похода? Всегда полезно сообщить кому-нибудь о своих планах походов, в том числе о маршруте, по которой вы будете идти, и предполагаемом времени возвращения. Это разумная мера предосторожности. Я обязательно расскажу кому-нибудь о наших планах походов и ожидаемой продолжительности. Отлично! На всякий случай всегда лучше, если кто-нибудь узнает о ваших планах. Теперь я чувствую себя увереннее, так как у меня есть контрольный список и я знаю, что нужно взять с собой. Спасибо за рекомендации. Добро пожаловать! Я рада, что смогла помочь. Уверен, вы отлично проведете пеший поход со всем необходимым снаряжением. Я с нетерпением жду этого события. Я позабочусь о том, чтобы насладиться путешествием и полюбоваться прекрасными окрестностями. В этом и заключается дух. Помните, что речь идет не только о том, чтобы добраться до места назначения, но и о том, чтобы насладиться всеми впечатлениями от похода. Абсолютно. Я буду иметь это в виду. Еще раз спасибо. Я расскажу вам, как пройдет поход.